Всем здравствуйте! В этом видео я хотела бы вам показать, как я плету абажур из газетных трубочек. Вот такой большой, диаметр 60 сантиметров, высота 40 сантиметров этого абажура. Для плетения мне понадобилось 280 трубочек, накрученных из газетной бумаги. Для абажуров, которые я делаю на продажу, я покупаю вот такие плафоны для лампы, держатели так называемые. Сначала я беру трубочку по размеру диаметра кольца держателя лампы. Я делаю кольцо и, как показано на видео, проклеиваю, прикрепляю все это, скрепляю прищепками обязательно. И даю высохнуть. После этого я начинаю плести абажур. Первое мы делаем направляющие. Направляющие делаются так же, как показано на видео. Беру трубочку, складываю пополам, продеваю сквозь это кольцо и через петельку протягиваю, плотно закрепляю. Таких направляющих для абажура на первом этапе я делаю 16. То есть у меня получается 16 двойных стоечек. И после этого я начинаю плетение. Оплетаю их по 2 вместе. Стараюсь плести плотно, потому что это основание нашего абажура, и там будет основной вес. Держаться нагрузка основная будет именно на это место приходиться. Я плету по спирали. Каждый ряд я не закрываю. Я не вижу в этом необходимости. Абажуров я сплела уже очень много. Считаю, что такой вид плетения подходит для этого изделия как нельзя лучше. Плетется быстро, легко. Но, конечно, я отмечаю первую трубочку, начало ряда. Вот таким образом. Наращивание делаю за плетением, за стоечками, то есть получается наращивание все будет внутри абажура. Стараюсь делать это максимально аккуратно, чтобы было практически незаметно. Таким образом я плету 6 рядов веревочкой. После этого я беру мяч для фитбола, у меня мяч диаметром 60 сантиметров. И начинаю увеличивать мои стойки. Двойные стойки. Я расширяю пространство между ними, в середину добавляю трубочку. И справа и слева еще по трубочке. Таким образом, из двойной стойки у меня получается стойка, в которой 5 трубочек. Стараюсь это делать довольно глубоко, чтобы трубочки туда попали довольно далеко, плотно, потому что это будут наши направляющие. Это направляющие для всего абажура. И дальше, когда я буду проплетать все вместе по 5 стоек, по 5 трубочек вместе, буду несколько рядов оплетать, я это делаю также достаточно плотно. Несколько рядов я проплетаю вместе, по 5 стоечек вместе. Таким образом я уплотняю плетение, уплотняю эти стоечки в плетении. Итого я проплела от начала плетения всего у меня 15 рядов. После этого я начинаю оплетать так, как показано на видео. Все трубочки, за исключением крайних, я проплетаю по одной.
крайние трубочки я соединяю друг с дружкой и проплетаю их вместе. Это будет первый окантовочный ряд веревочкой. Периодически я измеряю все это рулеткой или сантиметром можно воспользоваться. Но я не черчу на самом мече, разметку я не делаю, потому что абажуров плету много и не всегда точно изначально укладываю мое плетение. Бывают какие-то погрешности, поэтому мне проще в процессе плетения просто измерять, чтобы высота моя соответствовала заданной. Первый ряд обычно плести сложно, потому что все трубочки вместе, их нужно разъединить. И разъединить их нужно так, чтобы они визуально оказались на одном расстоянии друг от друга. Поэтому первый ряд обычно занимает больше времени, чем последующие ряды. Ну, это такое немного сложное начало, дальше будет легче. Так, медленно, постепенно, шаг за шагом я оплетаю этот шар, этот мяч. Соединяю крайние вместе. Те трубочки, которые остаются между крайними, я их проплетаю по одной. Поправляю сразу плетение. Вот мы подошли к началу ряда. Здесь очень важный момент. Очень важно понять, как сделать закрытие ряда незаметным. Как незаметно закончить ряд из веревочки из двух. Здесь очень важно понять сам процесс плетения. Если у вас идет трубочка сверху вниз, то вам таким образом и нужно создать эту имитацию последней петли. Если снизу вверх, то тоже. Нужно, значит, сначала нижнюю закрывать, потом уже верхнюю. У меня наоборот, плетение идет сверху вниз, соответственно. В первую петлю я дошла до конца, до первой петли, до первой трубочки, вернее, с которой я начинала плетение. И вот в первую петельку я продеваю нашу трубочку. Вторая трубочка у меня снизу. И я ее продеваю за плетением снизу вверх. Таким образом происходит имитация повторения внешнего вида веревочки из двух. Здесь нужно аккуратно все подтянуть. Ну, все подтянуть, измерить, выровнять. И в этом месте уже будет незаметно в дальнейшем, потому что я потом очень коротко обстригу кончики. В конце потом я их подкрашу. Сначала я так обстригаю, потом я в серединку этого плетения капаю клей немножко, и пока плету остальные ряды, клей подсохнет, и можно будет уже подстричь, очень коротко обстричь. И потом торцы нужно будет подкрасить тем же красящим составом, которым вы красили трубочки. Ну, теперь начинаю плетение второго ряда. У меня это также на расстоянии 5 сантиметров. Здесь уже все трубочки, абсолютно все, я плетаю по одной. Здесь вы уже как-то руками сами помогаете себе, визуально смотрите, выравниваете
трубочки, чтобы они уже заняли такое место, чтобы они уже легли ровно до самого низа, тогда вам будет легче плести. Вообще можно их еще больше увлажнить, когда вы сплели вверх. Можно увлажнить, выровнять и накрыть полиэтиленом и завязать. В таком виде они немного подсохнут, вы придадите им вид, и потом будет легче плести. Это как один из вариантов. Или можно их влажные по ходу плетения укладывать, придавая им правильное направление. Ну вот я предпочитаю второй вариант, работать с влажными. Потому что когда они подсыхают, бывает, что не все трубочки правильно легли, и в сухом виде их уже потом сложно, конечно, выровнять. Приходится еще раз увлажнять. Это не всегда удобно. Так, второй ряд мы закрываем также, третий ряд также. И вы плетете столько рядов, сколько вам нужно. А вот здесь я показываю, как я плету самый низ. С чего я начинаю и куда я прячу хвостики трубочек. Я взяла 2 трубочки, согнула, значит, промазала клеем, определила, на каком расстоянии они должен начинаться этот ряд. И все, они у меня приклеиваются. Здесь у меня уже будет 5 или 7 рядов, тоже смотрите, как вам нужно. Вот, я все поправляю, чтобы было ровно. То есть у меня вверх был 5 сантиметров первая веревочка, через 5 сантиметров еще одна веревочка. Потом идет ряд веревочка через 8 сантиметров. Еще раз через 8 сантиметров. И последний через 10 сантиметров. Вот этот последний ряд. И здесь я плету 7-8 рядов. Подходим к началу ряда. Пока мы плели этот ряд, здесь уже хорошо подсохли трубочки. Видите, хвостики трубочек. Мы здесь будем плести 7-8 рядов, они просто у нас спрячутся. Ну все гениально и просто. Только внимательно здесь будьте, захватывайте вместе с трубочку, вместе с хвостиками. Опять-таки здесь ряд я не закрываю, просто продолжаю плести дальше. Все поправляю, выравниваю. И совершенно незаметно, где я начинала это плетение. И так продолжаю 7-8 рядов я плету. Переворачиваю плетение, когда проплела 7-8 или больше рядов, как вам нужно. В моем случае это 8 рядов, по-моему. 8 рядов. Я срезаю сухие стойки для того, чтобы сделать загибку и завершить плетение. Срезала стойки, расширяю пространство. Можно спицей, можно шилом, как вам удобно, но аккуратно, чтобы не повредить плетение. И вставляю влажные трубочки. Я их предварительно подрезаю под 45 градусов, так удобно вставлять. Вот таким образом иду по кругу. Несколько трубочек вставила, пока они влажные, ставлю помощники. Смотрите, как я делаю это. Точно так же, как на видео. И закрываю обычной загибкой розга. Называется эта загибка. Ставлю трубочки помощники специально другого цвета, контрастного, чтобы было видно. Потом вместо этих трубочек мы поставим трубочки, которые используем для загибки, которые мы влажные вставляем в конце нашего круга.
Если розга 3, то у меня получается 4 трубочки помощника. И в работе всегда будет 3, то есть направлены так по диагонали трубочки рабочие лежать, всегда будут 3 штуки. Теперь беру первую, самую левую, самую крайнюю, загибаю, рядышком параллельно укладываю вылаженную трубочку, стоечку, опускаю, которая ближе к нам, я ее должна обрезать, но не очень коротко, чтобы она потом не выскочила. Так продолжаю дальше. Беру следующую трубочку, опять-таки загибаю, параллельно рядом укладываю другую. Делайте именно параллельно, это красиво будет. Так продолжаю дальше до конца. Немножко все подтягиваю. Обрезаю. Вот это место среза, оно закрывается трубочкой, которую мы сейчас вот слева направо направляем, и она закрывается, обрезанная трубочка. Поэтому обрезать нужно не очень длинно, чтобы она не торчала, но и не очень коротко, чтобы она не выскочила. Вот таким образом. После того, как я сделаю загибку, я даю немножечко высохнуть моему изделию. Потом я обязательно его грунтую, уже без формы, и покрываю финишным лаком. Вот, а здесь я показываю, как мы дошли до начала нашей загибки. И вместо трубочек помощников мы продеваем основные наши трубочки, которыми мы делаем загибку, заканчивая наше плетение. И таким образом прячем все трубочки. Вот 2 трубочки продели, параллельно сделали. Вот хвостики, чтобы не выскакивали, поправили. Левую, нужно вот эту левую сейчас обстричь. Вот, и остается у нас 3 трубочки и 3 трубочки помощников. Вот сейчас мы будем вместо трубочек помощников заправлять туда наши трубочки из основного плетения. Я делаю всегда, сначала вставляю спицу, потом убираю трубочку помощника и вот таким образом продеваю основную трубочку. Все поправляю. Параллельно только их не накладывать. И обрезаю. Также со второй трубочкой поставила спицу. Вот вместе со спицей помогаю трубочке. Так, кладу параллельно. Все подтягиваю, но очень сильно не тяну. Так аккуратно стараюсь делать. И у нас остается последняя трубочка. С трубочками-помощниками очень удобно. Когда я их убираю, основные трубочки прям сами укладываются на то место, в котором они должны быть. Вот все, загибка наша завершена. Теперь я немножко подожду, чтобы плетение было подсохло. Дальше грунтовка.
Потом покрытие финишным лаком.